Я не удержалась, решила для вас заснять, как здесь пожилые женщины одеваются. Насколько это мини-бикини. Чем старше женщина индийская, тем короче подол. А то вы мне пишете, что я в шортах хожу по Индии, смущаю здешних. А нет, никого я не смущаю. Привет всем, друзья! Вы на канале «Замуж в Индию». У нас, к сожалению, сегодняшнее видео не будет особо веселым. Заболел Артур. Я, честно говоря, думала, что вообще не буду снимать. Оставлю вас без сюжета на пятницу. Но, слава богу, он со вчерашнего вечера пошел на поправку, поэтому мы сегодня с вами. Ну, Артур, расскажи зрителям, а то не переживают, расскажи, что с тобой стряслось. Пару дней была высокая температура, ну и бред был, бредил. Бредил, да, Артур бредил, это так страшно. В общем, ребята, у него была настолько высокая температура, ну я ее сбивала парацетамолом, вот, и, видимо, вот именно в этот момент, когда она понижалась, у него начался бред. Ребята, это так страшно. Артур, можно я расскажу? Да. Что тебе? Причину, сейчас я улыбаюсь, но на самом деле я там, наверное, посидела. То есть лежит ребенок с открытыми глазами в какой-то прострации, смотрит куда-то в одну точку и вот так дышит. Я ж Артур, он вообще не реагирует. Я же его взяла на руки, ну, начинаю там что-то ему говорить, глажу. Он начинает плакать, причем каким-то таким голосом истошным. Я выношу его на улицу, чтобы он там свежим воздухом подышал. Парама позвала. В общем, ребята, это продолжалось, наверное, минут 10, пока он очнулся, то есть пока он пришел, вернулся в нашу реальность. Ну и потом же, когда он уже успокоился, я спрашиваю: Артур, а что же тебе чудилось? Расскажи, что вообще, что за бред к тебе приходил? Ну и, Артур, может, ты расскажешь? Я тогда говорила еще желудок. Я прилип к сосискам. Представьте себе, сейчас, действительно даже немного улыбнула. Ребенок настолько любит и скучает за сосисками, что ему они даже приходят в бреду. Ну, в общем, ему причудилось, как будто бы он прилип, к нему прилипли к животу сосиски, и он не мог их от себя отодрать. И вот это вот его 10 минут мучила эта вся история. Но сейчас уже вроде нормально. Но, видите, все равно такой слабенький, не такой активный, как обычно. Поэтому мы... Что ты, котик? А, вот Арадия пришла. No. Пришла к нам в гости Арадия. Вы сейчас скажете, а что ж вы, типа, больной ребенок, а вы принимаете гостей. А я вам скажу, что, ребята, я постоянно говорю, даже не то, чтобы этим детям, даже их родителям предупреждаю. Естественно, вы видите, что у него сегодня температуры нет, более или менее в нормальной форме. Естественно, я его вывожу на улицу, дышать свежим воздухом. Я предупреждаю, что он до сих пор нездоров. Но родители отправляют своего ребенка, ну, это не первый раз, такие случаи уже были, ну, то есть, как говорится, мое дело предупредить, а они уже сами решают, родители, как им поступать. Может быть, знаете, как они, может быть, специально хотят заразить, чтобы ребенок переболел, как ветрянкой или краснухой. Ну, не знаю, я особо не вникаю в эти дела. Вот, но вообще, на самом деле, у нас сейчас это, можно сказать, как эпидемия. Не только Артур, но и соседские дети уже переболели. Может, она и так уже сама переболела или сейчас болеют. В общем, по поселку очень много таких случаев именно с такими же симптомами. И у Артура в классе, и на нашей улице. Вот, смотрите. Прямо напротив нашего отеля принимает терапевт. И Парам вчера видел, как мама привела Артура одноклассника. Тоже с температурой очень высокой, там что-то 39 у него было. И представьте, сегодня он уже пошел в школу. То есть температура упала после лекарства. Повела его 3 километра пешком в одну сторону, отсидеть столько часов, потом еще и обратно. Ну, а я... считаю, что Артуру нужно будет, даже несмотря на то, что у него уже второй день жар спал, но я думаю, что дня 3 так точно он еще посидит дома.
А я Параму сказала, когда у Артура были острые симптомы, мы не ходили к доктору, мы его вызвали к себе домой. Ну, во-первых, чтобы самим не стоять в очереди, где 100% больные люди и не заражаться. Ну и чтобы, соответственно, их тоже не заражать. Прием у доктора стоит обычный там 100 рупий, а вот так вот, если его вызвать на дом, стоит 200 рупий. Ну, все равно, да, и так дешево. Пришла на кухню готовить Артуру обед, а здесь, смотрите, работа кипит, Насим готовит сабджи, курицу отварила, а я вот собираюсь готовить суп из вот этой вот рыбы, помплейт. Помните, я про нее рассказывала, что Парам говорит, что она очень-очень полезная для кожи, что если неделю есть эту рыбу, то кожа будет сиять. Я Артуру тоже, как, я думаю, большинство из вас готовила, когда у него именно была температура высокая, готовила куриный бульон из домашней курочки. Ну и он немножко кушал и саму курочку. А сейчас вот рыбный суп. Кот, как обычно, уже унюхал рыбу, видите? Сейчас у Парама спрошу, чем индийцы кормят больных и выздоравливающих детей. And what Indians, Param, give food for sick? Boil dal rice, dal or rice, plain dal. Ну, в общем, вы поняли, жареное не дают, что-то вареное. А что насчет фруктов? Какие-то фрукты дают? Apple, only apple. А банана, сам, манго? We create cold, no, mango not. Или только яблоки дают, потому что от бананов першит в горле, от манго жар поднимается. Ну, кстати, да, вот он, сейчас сезон манго, некоторые думают, что Артур переел манго, поэтому у него и температура поднялась. Он, кстати, сейчас их и не ест, ну, я и не даю, но у него он не просит, а просит именно яблок. Бананы он вообще, в принципе, не любит у нас. Куда ты, котик? Видите, он сегодня он вообще не хочет сниматься. Так, ну все, не хочет сниматься, не буду его снимать, лучше Хусена поснимаю. То вы мне иногда в комментариях пишете, что, мол, Наташа, ты уже достала Артура, он не хочет сниматься, ты его снимаешь. Когда он не хочет сниматься, я его не снимаю, а в основном, чаще всего, он очень даже хочет. У него уже столько идей, он же тоже смотрит других блогеров, вот этого А4, у него теперь мечта самому стать блогером. Ну, сейчас как раз Артур меня позвал, говорит, мама, сними, как я делаю чапати, пусть зрители увидят. Но они уже много раз это видели. Какой-то у меня умничка и помощник. А я вот вам хочу показать, ребята, мои сковородки. Ну, смотрите, недавно буквально я их купила. И посмотрите, что с ними случилось. Поцарапали. Это я купила для себя, то есть чтобы только одна я пользовалась. И так, в принципе, и было какое-то время, а потом в суматохе, когда пошло много клиентов, они тоже стали пользоваться. То есть я попользуюсь и сама помою, как положено. То есть вот такую вот посуду с покрытием мою губкой. А они попользуются и начинают мыть вот этой вот драчкой металлической. То есть у них нет понятия, что некоторую посуду драчкой мыть нельзя. Это ужасно. У нас столько насчет этого было с Парамом спор. Сколько я уже посуды так вот пришлось перепортить. Ребята, это просто какой-то кошмар. И я Параму, сегодня у нас опять был очередной разговор. Говорю, ну что, говорю, вы что, не понимаете, что это вредно? Он говорит, да, говорит Наташа, индийцы не понимают, что это вредно. Я говорю, а ты хоть понимаешь? Я говорю, то есть они считают, что это ерунда. То есть вот эти вот металлы, которые попадают к нам в организм, это ерунда. Я говорю, что ну хорошо, если бы они жили там лет до 90 или до 100 и в прекрасном были самочувствие было у них прекрасное, здоровье било ключом, тогда бы я, может быть, тоже бы не стала бы на эти мелочи обращать внимание. Но, к сожалению, это не так. Так, ну что, Артур, готово? Говорила тоненький без муки, вот я сделала без муки. Молодец. Я люблю тоненькие, когда поменьше муки. Сейчас уже раз такая тема пошла, покажу вам. Вот одна из моих старых сковородочек. Ну, я ею уже не пользуюсь, но они пользуются, вот видите. Но это еще ничего. Сейчас вы просто будете в шоке, ребята. Сковородка с покрытием. И посмотрите, как они тщательно это покрытие отодрали.
Ну и продолжают в этой сковороде готовить еду. Я говорю, Парам, ну, ты тоже не ешь. Говорю, не ешь это вредно. Мне нужен здоровый муж. В общем, постараюсь в этот раз, когда поедем за новой посудой, найти какую-то чугунную сковороду, да, правильно, как вот раньше, да, пользовались мы такими толстыми, и которые можно было действительно вот этой вот драчкой оттирать. Их не переделать, ребята, никак. Сейчас говорю, Парам, отведи уже Артура домой. Парам, take Артур in top. Потому что, видите, сколько много здесь народа. И все это мужики. Когда вдвоем с Насимом, это еще нормально. А когда сюда приходят какие-то, вот сейчас это еще работники, они делают по ремонту, сделали свои дела, и сейчас их будут кормить. Потом сейчас еще наш хозяин отеля вышел на пенсию и постоянно тоже находится здесь. Постоянно находится в отеле и общается со своими друзьями. Очень много у него друзей, и они постоянно приходят, но и тоже сейчас на кухне. Насим уже, видите, печет эти чапати. Это о чем я говорила, вот такая вот как бы старого образца сковорода. Специально вам снимаю, как тщательно моют посуду. Но он действительно тщательно моет посуду. Но вот эти вот сковородки с покрытием он тоже точно так же драет. Вот этот вот парень по соседству работает, в отеле по соседству. И он постоянно к нам приходит на обед. Представляете? Там его почему-то кормят не так, как ему бы хотелось. А вот здесь нравится. Только что Насим готовит, он всегда приходит покушать. Так, ну все, слава богу, мой суп уже скоро приготовится. Сейчас показываю, что тут Насим готовит. Курицу готовит, курицу с зажаркой луковой. Здесь, наверное, килограмм лука, не меньше. Это клиенты заказывают. То есть у нас, смотрите, у нас постоянно заказывают клиенты. Естественно, Насим готовит больше, чем они заказывают. И сами работники едят, и наш хозяин отеля, и его друзья тоже периодически обедают у нас. А это все, эти все продукты покупаются за наши деньги. Ну а я, собственно, для себя и для Артура чаще всего, ну не всегда, конечно, иногда, и если Насим не занят, он готовит что-то нам. Но чаще всего я сама готовлю. Вот Артур вернулся. Кстати, ребята, вот более духовные, высокодуховные индийцы, брамины, джейн, они не едят лук и не едят чеснок. Я сейчас поднимусь наверх. Хочется уже побыстрее отсюда уйти, честно говоря, и вам расскажу, почему они не едят. А у нас невысоко духовные, у нас все здесь и мясоеды, и лук едят, и чеснок. Единственное, что не едят свинину и говядину. Так, все, слава богу, пообедали. Сейчас пора, мне говорит Наташа, давай сегодня отправим Артура на дополнительные занятия, на которые он ходит. Мол, через неделю у нас экзамены, надо его уже подготавливать. Сейчас он уже в отличной форме. Ну, в школу он не пошел, говорит, пусть идет на эти дополнительные, готовится. Я говорю, ну какая же у него отличная форма? Я думаю, что вы по видео тоже увидели, что такой вялый, нетипичное для Артура поведение. Я говорю, нет, никуда он не пойдет. Максимум там я с ним немножко вечером позанимаюсь, но даже не буду его сильно утомлять. Обратила внимание, вот видите, сзади меня холодильник. Этим холодильником сейчас пользуюсь я, но правда очень редко. Вообще часто пишите в комментариях, почему такие маленькие порции, что вы так мало едите. Ну, я вот готовлю в основном на один раз. Вот, причем вот эту вот рыбу мы купили сегодня купили и приготовили. То есть не из холодильника я ее достала, потому что у нас постоянно отключают электричество. Я не хочу, чтобы у нас хранилась еда, на которую там капает вода. Вот даже вот сейчас немножечко там супа осталось, и я этот суп перелью в стеклянную банку, я ее прокипячу сначала, потом туда перелью и поставлю, чтобы, не дай бог, никакая жидкость не попала. Вот и такие вот у нас как бы проблемы. Но это
это не только у нас, вообще практически по всей Индии постоянно отключают электричество. Так, ну а сейчас, как я и обещала, расскажу вам, почему преданные индийцы не едят лук и чеснок. Ну, например, кришнаиты. Они считают, что эти продукты находятся в невежестве. Там огромное содержание афродизиаков, которые увеличивают вожделение. То есть те, кто едят эти продукты, становятся какими-то такими страстными, наглыми. Ну и даже самые обычные индийцы тоже не дают лук, например, детям. Вот мы недавно были на пикнике, я даже показывала вам видео, как я там поджариваю на костре лук. Я люблю очень лук, там замариновать сначала. Поджарила, я Артуру даю, мол, кушай. А Парам говорит: Наташа, не давай ему лук. Я говорю: чего это? Ну да, у нас в нашей культуре вообще считается, что лук это очень полезно, там столько витаминов, мало того, что это вкусно. Он говорит: нельзя, ну типа Артур слишком быстро станет взрослым. Ну, он там по-другому сказал, но я думаю, что вы все поняли. Я, конечно, сказала, что за бред, что за ерунда. Так, ну все, мои дорогие зрители, будем заканчивать. Видео такое сегодня получилось немножечко грустное. Я очень надеюсь, что сыночек уже поправится, выздоровеет до конца, и уже будем снимать, как обычно, веселые, интересные сюжеты. Кстати, Артур, ну, вот это вот сейчас он, когда болеет, лежит и умничает. Говорит: мама, ты что-то не то вообще снимаешь, зрителям такое неинтересно. Умо, расскажи, Артур, какие у тебя идеи на будущее? Что ты считаешь? Что-то страшное. Говорит, что-то страшное надо снимать. Ну, что-то про привидение. Страшное это что-то такое страшное. Или зомби. Зомби это страшно. Вот напишите, пожалуйста, в комментариях, вам будет интересно смотреть видео про зомби и про привидений. А Радия мне говорит, что надо снимать больше веселых видео, какие-то комедии, какие-то танцы, пляски, пранки, ну это приколы. Поживем, увидим. Главное, чтобы было здоровье, силы, а что снимать мы, конечно же, найдем. Все, до свидания, до новых скорых встреч, будьте здоровы. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.